Это для меня партия такая знаменательная, потому что я как раз в Мариинском театре уже 15 лет, как пою ее. И это была первая большая партия, которую я спел вообще на сцене, потому что до этого я где-то 2 года выходил в таких небольших партиях. А это была вот такая первая крупная моя роль на сцене Мариинского театра. Каждый год как-то что-то добавляется, что-то меняется, что-то добавляется, какие-то краски, какие-то, ну, в первую очередь, ощущения самого героя, его понимание, потому что уже с годами как бы ты совершенно по-другому на него смотришь и оцениваешь какие-то его действия, поступки, и, конечно, он меняется. Не зная первоисточник, конечно, слушаю только музыкальное переложение, практически никогда непонятно до конца ни характер героев, ни вообще полная картина всего происходящего, да, потому что, ну, что такое Евгений Онегин? Пушкинский — это вообще уникальная вещь, да, по которой мы можем изучать фактически культуру и быт общества российского того периода. И, например, у Пушкина первая встреча Татьяны с Ольгой, он спрашивает: скажи, которая Татьяна, когда они уже едут из гостей от Лариных, то есть он спрашивает, а какая из них была Татьяна, какая Ольга, понимаете? Они даже детей не представляли, то есть общение было только как бы между взрослыми, понимаете, да? Это такие удивительные вещи. И вот он, когда говорит, да та, которая там вошла и тихо села у окна, вот это была Татьяна. Он такой, понял. Конечно, композиторы, они чаще всего переделывали первоисточник под музыкальные возможности. И когда поешь Онегина, это одно, а когда перечитываешь, там понимаешь совершенно какие-то вещи более тонкие и глубокие. Поэтому надо читать. Поверьте, совесть вам порукой, супружество нам будет мука. Я помню, что первый мой Онегин, я совершенно не умел танцевать вальс. Это было, кстати, не в этой постановке. У нас тогда была постановка, французы ставили. Там был довольно-таки тяжелый вальс через всю сцену с Ольгой. И мы, кстати, дебютировали вместе с Екатериной Губановой. Да, она тоже первый раз пела тогда Ольгу, я первый раз пел Онегина, и нам специально даже вот балетмейстер ставил какой-то упрощенный вариант вальса, чтобы мы могли, ну, не упасть, так сказать, на сцене, а как-то более-менее прилично это что-то изобразить. Ну, конечно, первые спектакли, там выходишь на деревянных ногах, там, да, еще не было сценического опыта, как двигаться правильно, стоять, как ходить. Конечно, с годами все это нарабатывается, это практика. Здесь я спел, собственно, все постановки, да, которые были вот с 2006 года. У нас 3, наверное, да, было. Степанюка Алексея, то, что идет у нас до сих пор в Темирканов, да, и вот еще это французская, я не помню, кто фамилию. 2-3 продукции пел за границей. То есть, ну, где-то вот там 5-6 постановок. Ну, это легендарная классическая постановка, в которой, конечно, принимать участие просто
просто счастье для любого певца, я считаю, потому что это именно вот ты погружаешься вот в ту такую аутентичную атмосферу, которая должна быть, собственно, которая и написана композитором. Вот эти все костюмы, все вот эти декорации, да, вот эта вся вот эта красота. Ну, вы же знаете, да, когда у нас открывается Греминский бал, да, всегда раздаются аплодисменты, потому что вот это вот великолепие, да, такого вот большого настоящего бала, вот этого, оно очаровывает зрителей. Всегда, вот сколько я пел эту постановку, всегда открывается занавес, всегда аплодисменты, потому что зрители любят эту постановку, любят красоту на сцене. Я считаю, что они сюда и приходят для того, чтобы оторваться, так сказать, от повседневной какой-то жизни. И прийти, окунуться вот в эту красоту, послушать и посмотреть. Поэтому всегда классические постановки идут на ура. И для нас, для певцов, конечно, это тоже всегда приятно и здорово принимать участие в таких вот классических постановках. Тем более поставленных самим маэстро Темиркановым. И сколько звезд они пели за эти прошедшие уже 35 лет. Практически все звезды Мариинского театра пели в этой постановке.